Так, ну что у нас? Тишина. Все расстроились, что рынок падает. Добрый день. Господа, кто-нибудь в YouTube появитесь, скажите мне, видео идет или не идет. И мы начнем. Что-то никого нету. Все, походу, расстроились за рынок, хотя все было ожидаемо. Так, скажите, меня слышно вообще, нет? Дам говорить. Слышно меня, нет? Господа. Слышно, слышно. Ага, спасибо. Так, и в YouTube кто-нибудь сейчас посмотрите. Есть там у нас видео, нет? И приступим. Пока что-то YouTube видео есть. есть, да? Ну все, отлично. Ладно, остальные, если что, посмотрят записи. Начинаем. Значит, смотрите. В принципе, все было ожидаемо. Как я вам и сказал, в принципе, все пошло по такому сценарию. То есть 4000, как я и говорил, что мы придем. Если посмотреть вот сейчас на фьючерс по S&P, то он так и есть. Вот 4.19 уходил он, ну, считай, до 4000 он и ходил. Вот, собственно говоря, так как я и сказал, что вот этот сценарий мне как бы вот больше всего устраивает, ну и как бы наиболее он вероятен. Значит, смотрите, дальше у нас следующая граница, это 3900, 3880. Туда мы пойдем не сразу, скорее всего, пойдем мы ближе к пятнице, потому что, значит, в пятницу выходит основное событие, это рынок труда, то есть занятость в низкохозяйственном секторе. Именно на это сейчас будет смотреть Пауэлл, то есть основа из основ сейчас, это рынок труда, который крепнет и который не дает покоя ему, соответственно, постоянно, так сказать, угрожая разгоном инфляции. Именно поэтому как бы вот он в этот раз был настолько агрессивен, потому что рецессии, как мы знаем, так и не наступает, а это, безусловно, начинает разгонять рынок труда, и рынок труда при том получает еще такие, скажем так, факторы, как увеличение заработной платы, что, конечно, опять же приводит к росту инфляции. Поэтому здесь сейчас самые главные данные — это пособие по безработице, непосредственно не занятость в низкохозяйственном секторе, вот, то есть новые созданные рабочие места, вот на то, что будет сейчас смотреть прежде всего рынок. На этой неделе эти данные будут выходить в районе четверга-пятницы, то есть за это время, скорее всего, будет некая консолидация, рейнджевые движения. Ну, не думаю, что высоко они будут поднимать, то есть если посмотреть сейчас конкретно по самому S&P 500, то, скорее всего, 400 преодолевать не будут. От 4000 до 400. На 3880 постепенное может быть сползание. Но в целом, я думаю, 3880 мы увидим только если рынок труда продолжит расти. То есть тогда они оценят еще более жесткую политику Пауэлла. Кстати, смотрите, цели все у нас там есть. 3900, 3880, все прям вот есть. И вот этот уровень, да, с этажа, господа, на этаж. Вот он, который у нас был на 4272, и вот, собственно говоря, нижний на 3880, вот он проходит. Поэтому все, в принципе, абсолютно закономерно. Я это вам сразу говорил. Возвращаясь к волновому анализу, сразу вам покажу, как все перерисовывается, чтобы вы на будущее все-таки не веровали исключительно в технический анализ, потому что, еще раз говорю, он помогает, но он не является основой. Помните, он там рисовал нам 400, вот здесь он уже готовился сценарий на отскок, сейчас уже все перерисовалось, мы уже уходим на 4000, поэтому еще раз вам говорю, будущая пятиволновка ничего не знает на самом деле и перерисовывает каждый раз новые волны. Это надо момент учитывать. Но теперь у него сценарий подъема на 4500. Вот он уже
свои, так сказать, аппетиты поумерил. Уже 4600 пропали. Так что, еще раз говорю, только как ориентир. Основное все равно я без всякой пятиволновки вам сказал, как будет. Так оно, в принципе, сейчас и происходит. И основания этому абсолютно есть. Теперь смотрите, что по десятилеткам. Ну, понятное дело, они продолжают потихонечку двигаться вверх. Сейчас они остановились. Но на самом деле двухлетки, они уже в районе 3, по-моему, 25. Вот здесь вот. То есть, на самом деле, понятное дело, облигации начинают по своей доходности дорожать, потому что всем понятно, что ставка, скорее всего, будет продолжать повышаться. Дальше смотрим на нефть. Нефть пытается удерживать у нас соточку. Ну и, соответственно, это поход, опять же, я оцениваю, что не выше 102-104. Скорее всего, эту зону мы пока не покинем, потому что надо учитывать, что все-таки, как ни крути, но на нефть давление есть. Несмотря на то, что, скажем так, ОПЕК сейчас неплохо, скажем так, нашел, так сказать, все-таки инструмент против опять сейчас вот этого давления, но все равно оно как бы не гарантирует возможность выходить пока очень высоко. Посмотрим, как там возникнет ситуация с эмбарго, посмотрим, что скажет ОПЕК в сентябре, но в целом как бы вот 102-104 это тот диапазон и пытаться удержаться выше соточки. Если и будут откаты, то скорее всего, конечно, не ниже уже вот этого вот 96 уровня. Так, далее поехали. По золоту. Ну, золото понятно, когда начинается ситуация с давлением ставок, начало потихонечку уходить еще ниже. Но еще раз говорю, при любом, скажем так, новостях о том, что там ставка поднимется, например, там ниже, чем 0,75, или там еще выйдут данные, например, что, например, там рынок труда начнет замедление, золото очень быстро отыграет, и это надо учитывать. Это я вам сразу говорю. На 1820 мы вполне можем золото ожидать. Это я вам сразу могу предупредить, поэтому сильно не надейтесь на то, что золото будет сильно падать. Так, сейчас один момент. Так, далее поехали. По S&P уже сказал, по фьючу тоже. Значит, смотрите, по NASDAQ тоже было ожидаемо, что если S&P начнет падать ниже, то он на 12 тысяч где-то уйдет. И, скорее всего, вот здесь он уже и будет. Годовая цель, кстати, четко указывала по NASDAQ на 12 тысяч. И здесь поддержка. Дальше поехали. По Расселу. Ну, тут тоже все понятно. С этажа на этаж, кстати, господа, это уже 1800. Ну, вот при той динамике, если в районе 4000, то это где-то 1880-1860. Вот здесь где-то окажется Рассел. Дальше поехали. Индекс РТС. Ну, понятное дело, цены на нефть стали немножко укрепляться, так как доллар, естественно, пойдет вверх. В общем, и РТС, естественно, пошел потихонечку вверх подниматься. Но, опять же, без какой-то сильной это будет динамики, скорее всего, до 1210-220. Я думаю, что все равно до момента выбора там в Конгресс теперь в США, данных вот по этим непосредственно по пособию по безработице и рынку труда, все равно вот без этого всего пока будет довольно рейнджевая динамика. Вот индекс Мосбиржи в итоге возвращается на 2340, там, где мы его и ждем потихонечку, 2320-2340. Вот сюда он вернется. Дальнейший рост пока под вопросом, хотя в российском сегменте пока все вроде бы неплохо. Доллар-рубль небольшое сейчас ослабление, 60-30, но это все равно все укладывается в концепцию удержания 60. И дальше жду 61, 61-50. Это я вам сразу говорю. Так, по евро-рублю, господа, тут тоже идет, в принципе, небольшое укрепление, до 61 вполне логично. Так, далее поехали. По биткоину. Биткоин пока пытается держаться за 20 тысяч, но на самом деле уже есть такой сценарий, он как бы давно уже разрабатывается, да, и ожидается на 18 тысяч. Но я думаю, этого не будет до момента, пока не выйдут данные по рынку труда. Это, я думаю, скорее всего, исключено. Потому что все-таки в районе 20 тысяч биткоин будет стараться удержаться. Хотя в целом для него сейчас картина очень нехорошая. Так, теперь давайте смотреть по российскому рынку. Да, где у нас тут российский рынок? Вот он. Значит, смотрите, по Тинькову. Проверим даты, 29, все совпадает. Ну, тут все понятно. Тут как бы вот эта попытка выйти в район 2900, паузу он сделал после Джексон Холла. И сейчас пытается потихонечку двигаться туда. Но видно, что уже тяжеловато.
с моментами тоже ожидания, цели растут. Я думаю, что, конечно, на 2900 мы его вполне увидим. Что будет дальше, тут надо будет смотреть. Пока динамика восходящая продолжается. По Сберу то же самое. В принципе, смотрите, продолжил он в итоге подъемы, но опять же пока не выше 133, скорее всего. То есть вот этот вариант, наверное, наиболее вероятен. Выше 133 пока под вопросом, а дальше 137 уже будет. Так, по Роснефти, господа. То же самое. Цены на нефть стали потихонечку подниматься. Соответственно, Роснефть у нас вышла на первый квартал 368. Но вот дальше там под вопросом. Надо будет смотреть. Годовую цель, кстати, тоже она четко отработала. Так, по Газпрому. По Газпрому там, значит, сейчас вот эта ситуация с турбинами и так далее. Там пока неопределенность, запустят, не запустят. Но, в общем, в целом, как бы я думаю, что все равно я продолжаю ждать выхода в начале, поэтапно. Вначале надо будет выйти за 188, в итоге потом 200 и 220. Вот в эту зону я его жду. Вопрос, когда, это я вам сейчас пока сказать не могу. Но то, что какой-то или повод появится, или еще что-то, вот в эту зону однозначно вырастем. А дальше, и то не вырастем, а, естественно, просто восстановимся. А дальше уже будет под вопросом, как там будет происходить дальнейшие события, надо будет смотреть по фундаменталу. Так, по Озону. Ну что, в принципе, он пока пытается удерживать 1500, пытается здесь удержаться, не пробивая пока 1550, но в районе 1500 пытается удерживаться. Такая тоже пока выжидательная, скорее всего, пауза. Но динамики по попытки пробоя вот сюда на 525 будут продолжаться, скорее всего. По Яндексу та же самая история. Абсолютно тоже такая пауза с попытками продолжения движения. В принципе, там все как бы сейчас в этих компаниях позитивно. Мы знаем, у них свой фон есть. У полиметалла попытки тоже пока просто удерживать уровень, но с повышательной постепенной динамикой. Я думаю, последует в ближайшее время попытки пробоя 400, идет поджатие. И вот дальше надо будет смотреть, пойдет он на 460 или нет. Пока цели растут, даже чисто технически. На риске никель та же самая история. Попытка выйти из диапазона 1560 надо будет прорывать, и тогда можно будет увидеть в район 15600, простите, прорывать, и тогда можно будет увидеть 16200. А годовая цель находится на 16600. Но вот 16200 нужно будет преодолеть. Тут есть как раз уровень коррекции. Алгоритм тоже намекает, что здесь может быть разворот. Поэтому все внимание будет на уровень 16200. Так, господа, с российским рынком тоже разобрались. Быстренькие вопросы. Димка, привет. Да, привет. Говори, если что есть. Или в голосовом, господа, тоже тяните руку. Если есть вопросы, задавайте. В целом пробежал я по рынку. Как я говорил, у нас это короткий эфир. Да, говори, Хамло. Всем привет. Слав, скажи, пожалуйста, по магниту. По магниту. По магниту. Так. Так, сейчас 5500. Ну, 5500. Ну, динамика как бы продолжается. Он как бы продолжает двигаться. И, скорее всего, вот эти 5800, как мы тогда смотрели, вот туда он, судя по всему, и пойдет в итоге. Здесь пока все очень устойчиво и хорошо. Так что... Спасибо. Угу. Так, добрый день. Добрый, Эдуард, добрый. Так, ну, господа, напоминаю, да, что это прямой короткий эфир. Это вместо обзоров, которые я делаю отдельно. Он теперь будет включать все вместе. Какие цели под застрялом Сигежа. Поэтому прям буквально несколько запросов и на этом заканчиваем. Сигежа. Но она первый квартал не взяла. Цели-то у нее есть, там в районе девятки. Но вот в ближайший все внизу со скопищем 7.20, 7.27, 7.30, 7.34.
Вот она. Прям все легло туда. Даже с кварталка. Поэтому пока, судя по всему, Сигежа минус. Сейчас посмотрим вот здесь быстренько. На 5 минуточке нас интересует. Так, отработала дневную. Коррекция на 7.50 как минимум. И 7.57 это максимум. Все. Это все вокруг вот этой вот недельной коррекции, не с попыткой пробоя даже. 7.50 это где-то вот сюда. В общем, пока динамика направленная вниз. Вот сюда. Вверху пока никаких развития событий вообще не предвидится. Не видит он. Сразу сопротивление 7.50, 7.52. Вот тут вообще плотником лежит от 7.55 до 7.56 и даже 7.57, хотя цель там есть и не выше. Все. Пока все достаточно печально. Достаточно печально. Так. Так, Линспарк, выходить сейчас с убытком или подождать, пока допадает у средничный 89. Дим, там, короче, скорее всего, рынок будет на 4000 остановку найдет. В принципе, все, как я и говорил. ЦСК. Мы там его и ждали. Я же говорил, что на 4000 мы должны остановиться не раньше. Вот 4000, скорее всего, остановится. 4000, скорее всего, остановится. Поэтому я думаю, что Клинспарк тоже уже не сильно упадет. Пока, наверное, не надо. Лучше подождать. Не надо. Тут у него вот этот уровень, в принципе, даже видно, что он как поддержку уже испытывает. И S&P ниже 4, скорее всего, мало уйдет. Ну, ты же в персональной группе сегодня посмотрим, если что. Но я думаю, что в любом случае сейчас пока нет смысла выходить. Надо смотреть сейчас дальше за динамикой S&P. Но я не верю, что они начнут пробивать на 3880 до момента выхода данных по пособию по безработице и рынку несельскохозяйственному занятости, короче, по рынку занятости. Пожалуйста, Эдуард. Так, ну что, господа. Все, давайте тогда на этом заканчивать. Все, что мог, то ответил. Дальше уже основной прямой эфир. Ну, а те, кто в персональной группе, соответственно, смогут в течение дня без проблем делать запросы. На этом, господа, заканчиваем.